Всем привет, с вами Виктория Ню, и в этом видео мы рассмотрим с вами 5 пластин для стемпинга с магазина Апротега на AliExpress. Если вам интересно, оставайтесь со мной, и я желаю вам приятного просмотра. Каждая пластина размером 9,5 на 14,5 сантиметров. Все пластины на подложках и приходят с защитной синей пленкой, которую перед применением нужно обязательно снять. Первая пластина UX005. На пластине представлены различные фазы Луны, есть также несколько планет, летящие звезды, падающие метеориты, также есть созвездия всех знаков зодиака, солнышко, ну и по большому счету эту пластину можно отнести к пластинам с тематикой космоса. На всех пластинах хорошая гравировка. В конце видео мы разберем с вами подробно одну из пластин. Прям вместе с вами сделаем несколько дизайнов. Ну а вот такие дизайны у меня получились с пластиной UX005. Напомню, я стараюсь составлять дизайны исключительно из тех рисунков, которые представлены на одной пластине. Но, как вы понимаете, конечно же, их можно совмещать и с другими пластинами из вашей коллекции. Следующая пластина UX006. Данная пластина мне показалась интересной не из-за того, что на ней представлены бюсты, а из-за того, что на ней представлены, ну скажем так, выгравированы картины известных художников. Идея мне показалась довольно интересной, и так как я люблю реверсивный стемпинг, конечно же, у меня прям руки чесались все это дело как-нибудь раскрасить. Изначально я постаралась раскрасить рисунки согласно оригиналу, но я поняла, что лаками для стемпинга это довольно сложно сделать, поэтому, собственно, что получилось, то и получилось. Вот такие вот дизайны у меня получились с пластины UX006. Следующая пластина Тату 001. Кактус в банке, свеча, гриб, заяц, рисующая рука, лампочка. Ну а что больше всего мне понравилось в этой пластине, то что тут есть такие вот полосочки всеразличные, которые могут дополнить любой дизайн. Нижний ряд, который состоит из 4 композиций, подойдут и на длинные ноготки длиной 3 сантиметра, так как все эти композиции размером 3 на 2 сантиметра. Не знаю почему, но с этой пластиной мне не хотелось делать какие-то перегруженные дизайны. Все довольно минималистично, но при этом, на мой взгляд, довольно симпатично. Вот такие незамысловатые дизайны на скорую руку у меня получились с пластиной Тату 001. Следующая пластина Sunny 001. На пластине слоны, носорог есть, даже обезьянка, единорог, шикарнейший волк, который воет на луну, лисица, олень, фламинго и шикарный, просто шикарный осьминог. Также на пластине представлено немного флористики, которая, в принципе, может так или иначе дополнить любой из представленных рисунков. Какие-то сложные дизайны в обзорах пластин я стараюсь не делать. Тут самое главное показать, в принципе, что можно так или иначе сотворить при помощи одной пластины. Ну и вот такие вот у меня получились дизайны с пластиной Sunny 001. А вот следующей пластине, как и обещала, я уделю немного больше внимания, так как из всех представленных пластин это мне понравилось чуть больше остальных. На пластине есть и флористика, и замечательные просто гранаты, груши, 2 шикарнейшие девушки, круг, да, который может заменить солнце. Ну и на этой пластине есть надпись, которая так или иначе дополнит любую композицию. Так как у меня несколько штампов для стемпинга, я отпечатываю сразу несколько рисунков. На самом деле, таким образом я поступаю практически каждый раз, когда тестирую ту или иную пластину. Я достаю все свои штампы и с одной пластины отпечатываю понравившиеся мне рисунки. Какие-то рисунки я раскрашиваю, какие-то оставляю так, как они есть. И так как у меня штампики с прозрачными подушками, уже после этого на типсах я пытаюсь как-то скомпоновать тот или иной рисунок. Если я считаю, что рисунок вполне самодостаточный, то я просто отпечатываю его на типс и оставляю его
таким, какой он есть, и ничего больше не добавляю. Как вы сами могли видеть, и полые элементы, и тонкие линии, все замечательно отпечатывается с этой пластины. А теперь давайте немножко пораскрашиваем. Конечно же, мне очень понравился гранат. Тут также очень замечательная композиция с грушами. И, ну, просто я не могла их не раскрасить. Вот, собственно, вот этим и занимаюсь. Для кого-то процесс раскрашивания кажется довольно муторным занятием, но мне действительно нравится реверсивный стемпинг, и зачастую, выбирая пластины, я, наверное, больше отдаю предпочтение тем пластинам, на которых представлены рисунки, в которых, скажем так, есть что раскрасить. Те рисунки, которые я раскрашиваю, нужно обязательно подождать, пока лак хорошо высохнет на штампе. И только после этого переносить уже на типс или на ноготок. Для липкости я использую праймер, на липкий слой праймера, либо использую клей для фольги обычный. И вот, пожалуйста, перенесла на типс гранаты, отпечатала надпись, и, на мой взгляд, довольно интересный дизайн готов. Дальше все еще проще. Отпечатываем круг, это у нас будет солнышко. Дальше белым лаком для стемпинга отпечатываем веточку. Тут я решила немножко веточке придать цвета. Там, где ветка заходит на солнце, я закрашиваю листья желтым цветом. Там, где веточка выходит за рамки солнца, там у меня будет зеленый цвет. Шикарная женщина, на мой взгляд, прям вписалась в эту композицию. Ну и снизу, дабы прикрыть немного ее наготу, я решила также отпечатать веточку белым лаком для стемпинга. Ну и, соответственно, раскрасить ее, как и первую. Также на этой пластине есть какие-то такие вот абстрактные элементы, которые похожи чем-то на горы, похожи чем-то на речку, ну, на какой-то водоем. Также я решила добавить тут шикарную женщину. И, собственно, можно сказать, что на этом дизайн можно было, в принципе, и закончить. Только я добавила тут у нее снизу, прикрыла ее, скажем, наряд листвой и решила отпечатать надпись. Два дизайна с девушками по цветовому решению довольно хорошо друг с другом сочетаются. В принципе, они могли бы так вот вместе на двух ноготках рядышком бы неплохо смотреться. Ну а следующая композиция, также отпечатываю кругляшок, только в данном случае это у нас будет не солнце, а просто такой вот немного выделяющийся фон. Тут я листья уже не раскрашиваю, а сразу отпечатываю их зеленым лаком для стемпинга. Ну и вот этот вот котик мне приглянулся, который вот тянется у нас куда-то там вот высоко. И здесь мне очень понравилось вот этот рисунок. Тут рука человека и лапа животного. На мой взгляд, интересный такой вот рисуночек. Также на этой пластине мне понравился цветок, не цветок, вроде как это колючка, такая своего рода. Тут мне единственное захотелось ей придать немного цвета. Я отпечатывала верхушку несколько раз сиреневым цветом, и эту верхушку делала вот такой более пушистой и цветной. Вот такая вот замечательная колючка у меня в итоге получилась. Ну что ж, вот такие дизайны у меня получились с пластиной Индиго. Пожалуйста, напишите, как вам такой формат, когда я в видео, например, вот прямо разбираю одну пластину. Или же просто показывать вот пластина, и вот такие вот дизайны у меня получились. Буду очень признательна, если вы в комментариях откликнетесь и напишите свое мнение. Но у меня в итоге получился вот такой обзор. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте их в комментариях. Я с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поддержите меня пальчиком вверх. Ну а я, как всегда, желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч!